Баскет тату. Всем привет, с вами Елена Баски, и сегодня мы на связи с великолепным мастером из Ливерпуля Анри Стром. Привет, Анри. Hey, привет. Ну, рассказывай, как ваш настрой на карантине, что вообще, как все проходит? Я не знаю, нормально вроде бы, уже второй месяц здесь все сидят дома, ну, татуировщики все и, конечно, все там остальные, кто могут сидеть дома, уже второй месяц, и я не знаю, тут по-разному все. Вот я смотрю, если на улице там бегают, многие катаются на велосипедах, и вообще как будто никакой карантина нету, а все магазины, все закрыто, и ну так. Ну, а какая надежда на открытие тату-салонов? Пока что нету такой большой надежды, никто еще ничего не сказал, никаких этих dates, как бы, никто еще не сказал, не объявили. Ну, говорят, может, уже где-то July они уже что-то скажут, и потому, может, в августе уже откроемся. Какие-то страшные вообще месяцы называешь. Мы все-таки очень сильно верим, надеемся, что вдруг получится пораньше. Но мы у тебя еще, наверное, про это будем выспрашивать, чем ты занимаешься и так далее. Давай сразу откроем секрет. Почему человек с таким именем говорит по-русски? Окей, да. Ну, я из Латвии. Так, родился там, и там в Латвии в 90-х там просто все говорили на русском, даже если не русскоговорящие, ну, не русские родились. Я сам латвиан, я даже не знаю, латыш, да. Я сам латыш, и у меня родители тоже латыши, но мама там наполовину русская, но всю жизнь мы говорили на латышском с ней, с мамой и с родителями. Ну, там уже где-то, когда мне 3 года было, уже мы игрались там в садиках, и, ну, в этом всем, и там все просто на русском говорили, и очень быстро, когда ты такой маленький, очень быстро учишь русский тоже, и все, и так и научился сразу, я уже где-то 3-4 лета. А когда ты переехал, расскажи нам. Переехал куда? В Англию? Да. Или вы сначала еще переехали из Латвии? Нет, я в Англию переехал, да. Но это уже мне было 22, наверное, 23, может, ну уже мне года было. В сознательном возрасте. На самом деле мой вопрос — это такой хитрый заход. Я всегда начинаю вопросы к мастерам с того, как же ты погрузился в профессию. Я знаю, что это задалбливает вопрос и так далее, но люди, которые мечтают стать тату-мастером, они некоторые очень любят эти истории, поэтому расскажи нам, и как вообще 90-е, может быть, это тоже как-то повлияло на то, что ты стал тату-мастером? Ну, я думаю, наверное, 90-е, конечно, появляли, и особенно там, в этом Советском Союзе. Ну, это уже не Советский Союз, но это все там одинаково, я думаю, для всех нас там было. Это когда все там разваливалось в 90-х, и очень как-то, очень трудные времена, конечно. И я думаю, это очень повлияло на мной, потому что не было очень много выбора нигде, вообще почти ничего не было, никакого, как-то для детей не было ничего, я бы сказал, с цветами, ну как-то... Ну понятно, вот, яркого, развлекающего такого. Да, вот такого вообще не было там у нас. Вот я помню, даже вот эти советские мультики, которые были, у них там 2-3 тона такие, коричневые, черные и все такое. Ну, вообще не было вот цветов, я не знаю, вообще не было в жизни таких ярких цветов и никакой радости, я думаю. И вот когда я уже начал смотреть по телевизору эти американские мультики или какие-то там фильмы или что, это все просто взорвало мой мозг, да, и стало очень интересно это все, и я начал рисовать, вот что я вижу вот в этих мультиках, и вот это все мне очень как-то, ну, очень мило было и очень круто, и я вот это все начал рисовать, и так вот, и, по-моему, началось это все рисование, и остальное все там перешло. Потом уже на музыку это перешло все, и на татуировки попозже, и все такое. Я смотрела в каком-то из твоих видосов, что, вот, кстати, скажу сразу, у Анрис есть свой канал на Ютубе, вы можете, там, кстати, очень много классных обучающих видео для начинающих мастеров, мне кажется, это очень может быть полезно. Вот, и там в одном из видео, по-моему, ты рассказывал о том, что ты, когда купил тату-машинку, думал, что, в общем-то, все, да что там делать? А потом, когда уже начал, оказалось все не так. Расскажи-ка о своих впечатлениях, как ты переборол себя, чтобы не бросить все и продолжить заниматься этим? Да, ну я думаю, там у меня вариантов просто не было, там что-то другое, потому что я очень-очень любил искусство и очень-очень любил татуировку. И когда я
первый раз я уже сам начал на себе, ну не сам на себе делать, но сам забиваться татуировками начал. И мне это очень-очень привлекло, но тогда я еще не знал, что я буду делать татуировки. Как-то у меня не было такой мысли, что я как-то могу тоже сам делать татуировки. Я просто рисовал все время. И как-то вот так вместе сошлось это все, что я начал тоже татуировки делать. Это больше как хобби получился у меня. Ну, просто пошло как-то и побольше трудился. И, пошло, да. И как я вот не бросил это, потому что сначала первые даже 2-3 года были очень трудные. Там, я до сих пор не знаю, как я не бросил это, если честно. Потому что очень трудно было, даже не было что кушать. Я еще посередине переехал на другую страну, переехал в Англию сюда. И вообще не было где жить, и не было что кушать. И все равно я как-то не сдавался и копил там деньги, чтобы я иглы какие-то купить смог. Или краски какие-то, и чтобы хоть что-то мог бы сделать, и так. И почему бы я не бросил, я не знаю, даже сам не думал об этом. По-моему, просто потому что жизнь такая уже настолько была как-то, вся жизнь очень down, как бы, ну, как если там... Я думаю, вам в России это очень тоже актуально. Это очень знакомо, так что, да. Да, знакомо, что просто нечего уже потерять в жизни, просто нечего. Даже если уже на улице останешься, все равно это уже, уже нечего потерять, потому надо просто очень как тебя тогда работать. В середине этого всего посетила мысль переехать в другую страну? Потому что это кризис начался, это был 2008 год, и я как раз начал татуировки делать дома, и это никогда для меня не было как работа, я просто начал делать татуировки дома, потому что очень хотелось что-то там, по этим weekends, просто для друзей, там что-то маленькие какие-то, и для себя там что-то поделал на себе, так, чтобы просто было. И вот кризис начался, и работы просто не было во всей Латвии, там ни у кого не было работы, все уволили всех. И вот у меня один друг переехал в Англию сам. Я ему уже татуировки начал делать, там рукав как-то начал потихоньку делать, и он сам уехал в Англию. И он мне писал, что он обратно не хочет ехать в Латвию. Пусть я приехал, может, я хочу к нему приехать и какие-то там татуировки поделать, может, остаться у него там что-то, поискать работу. Я как-то думал, ладно, почему бы и нет, все равно, как я говорил, нечего уже терять, да. Я думаю, съезжу туда. Я ни разу не думал, что перееду там или что. Я думал, съезжу, посмотрю там на 2-3 месяца, как там что, и как-то вот так я и остался там. Слушай, мне кажется, это очень воодушевляющая история, учитывая то, что сейчас из-за того, что, действительно работы нет, и, мы не можем просто работать, сейчас все отчаялись, и иногда вот этот вот момент, когда ты уже на дне, на самом дне, он тебе таким служит толчком, чтобы что-то делать классное, и глобальные перемены в своей жизни, так что я надеюсь, этот пример будет показательный. Хорошо, я думаю, что, во-первых, у тебя очень узнаваемый стиль, да, то есть, открываешь свой аккаунт, это все очень читается. Расскажи, ты же не всегда делал это, правильно? Ты вот сам сказал, что раньше цвета там любил, по крайней мере, рисовать. С чего ты начинал и как ты пришел именно к этому стилю? Я начинал, конечно, как с этими красками всеми, я начинал с New School стилем, потому что мне очень нравилось граффити и картунс, и такие, и всякие мультики, и большие зомби, головы, и всякое такое. Я вот начал очень... Все мои рисунки были все цвета, что возможно, поставлено. И все мои татуировки тоже пробовал вот так. И так я как-то первые 2-3 года пытался делать вот в таком стиле все. Потому что я начал и работать в студиях, и там выбора большого не было, что делать. И никто не хотел такие рисунки, как я рисовал, потому я вот делал то, что они хотели в салонах. Там всякие иероглифы маленькие, китайские там всякие значки, и трайблы, и все, драконы, и все такое. И все время все равно пытался рисовать на этом New School как-то, и Neo Traditional такой уже чуть-чуть начался там, и вот пытался. Для меня, я думаю, я это не чувствовал. Мне очень нравятся эти стили, но я сам не мог. Вот сейчас, когда я смотрю назад, я понимаю, почему у меня не было вот в них никакого-то большого развития, потому что я просто их не чувствовал. Я бы сказал, это не для меня, да. Я очень люблю эти стили, я сам татуировки до сих пор делаю traditional, но вот как самому рисовать, я как-то его не чувствую. Я не знаю, почему такое, я просто не знаю.
И вот потихоньку начал побольше Black and Grey делать. А мне вообще раньше не нравился Black and Grey. И даже сейчас, если честно, мне не очень нравится Black and Grey work, да. Вот, ну, я думаю, потому что мне не получалось вообще ничто полностью. Мне не получался это Black and Grey, мне не получалось, мне не получалось цветные работы, вообще ничего не получалось, что я делал. И как-то я там пытался. Ну, я вот помню, как Black and Grey я начал делать, чуть-чуть побольше мне этот motivation появился. Как-то вот поинтереснее стало, что-то там уже как-то происходит. И я помню очень, когда первый раз я видел, как мое Black and Grey зажило, да, мне вот это просто сразу так понравилось, как только он зажил, когда он такие красные все, свежие, мне не очень даже нравится. А вот когда он заживший, он как фотография. И мне это очень-очень понравилось, и я просто начал расширять это все. И потому что первые эти года, которые я вот все эти зомби рисовал, и кровь, и это все, я вот начал это все вложить в этот Black and Grey как-то тоже, чтобы хоть что-то от себя давать туда, потому что просто так копировать эту картинку, да, там, я это просто не умею, если честно, я так не могу просто прокопировать, мне надо что-то мое давать туда, я просто чувствую так, и вот я начал потихоньку вот так давать что-то от меня, что-то от этих всех стилей, которые я раньше смотрел и пытался и так. И как-то потихоньку это все появилось. Не было так, что в один день вот так я встал утром и сразу бабахнул этот стиль и все там, все взорвалось. Да, это очень потихоньку. Даже если Инстаграм мой кто-то посмотрит, все первый, сзади, там вообще ничего такого, что я сейчас делаю, и это все вот потихоньку там появилось. По чуть-чуть, там глаза разные, и рога, и всякое такое, и пошло вот так как-то. Ну хорошо, вот про Инстаграм. Открываешь твой Инстаграм, он весь черно-белый, ну как бы чернушные работы, такая мрачнуха, атмосфера, рога, вот эти клыки, кровь. Ты сам по себе очень дружелюбный, какой-то открытый. Если смотреть, и твоя жена прекрасная, Монами, вы такая няшная семья, что просто, я вообще, расскажи, как сочетается вот эта вот, ну, как, я не знаю, открытость какая-то, радость жизни и так далее, вот с тем образом, который может возникнуть в голове там у клиента, исходя из твоего аккаунта. Я даже не знаю. Ну вот мы, если познакомились с женой, когда я уже делал татуировки где-то 3 года, может, 3 года, да. И потому уже у меня это все уже, это все darkness и это все хоррор, это уже у меня было вообще, когда я уже родился, по-моему, это все. И как я и сказал, вот когда вот живешь там в этом, ну в таких, в Советском Союзе, да, там уже, там все от тебя хоррор просто, да, и это все во мне. В душе уже, и потому я вот как-то это ставлю свое в этот my art. И с женой как-то мы познакомились, конечно, и все так круто, и она очень крутая, и мы любим очень про любовь это все время. И я не знаю, вот так и есть, что я такой очень открытый, ну, я думаю, в моей внутренности очень все-таки мрачно все до сих пор. Просто это все мой как бы memories, мои воспоминания о том, как было, это никогда меня не забросит. Я думаю, эти демона еще в моей голове есть, и потому вот такую работу и делаю. Ну, когда я делаю свои работы или свои эскизы, все, у меня никогда нету негативной энергии. Я вот все так в позитиве делаю, ну, как-то так. Ну вот это вопрос, на самом деле, тоже заход к тому, смотри, у нас очень часто в России, не знаю, как у вас, мастера считают, что не нужно выкладывать ничто о себе, только ты выкладываешь фотографии работы, иногда очень даже часто лица не выкладывают там. Ну то есть человек, когда приходит к мастеру, он ничего не знает про мастера, и поэтому это может создать один образ. Вот я говорю, что смотришь твои видео, это немножко другой образ, возможно, твои клиенты выбирают тебя, опираясь и на то, и на то. Вот ты как считаешь, как вообще человек должен смотреть на личность мастера или только на его работы? Нужно ли мастерам выкладывать немножко из своей личной жизни? Стоит ли знакомиться с клиентами? Вот как ты к этому относишься? И как, кстати, в Англии в целом на это смотрят? Окей, в Англии в целом, я думаю, тут больше только по картинке, я думаю, все как-то. Тут вообще большинство людей не очень так думают об этом. Они как-то лепят это как наклейки, как маечку новую. Взял, купил что-то понравилось и взял и так. Потому я думаю, что они тут не очень как-то
сказать, не очень в голове такие, not deep in their heads, you know, ну, Я у них сделаю нету, перевод. ну да, у них нету как-то, ну, конечно, есть тоже крутые очень люди, есть очень крутые друзья мои, которые очень умные, так, не то, что не умные, но просто они такие очень shallow, такие, ну, попроще, я думаю, попроще, да, вот. У нас там Eastern Europe такой уже, мы там побольше, у нас эта душа очень важна, да, какая вообще душа у человека и какой у этого арта душа тоже там, потому, да, как-то так. Вот тут, я думаю, эти клиенты не очень об этом. И на вопрос, важно ли себя выкладывать, я тоже думаю, это самому по себе, как кажется. Если кто-то хочет себя там выкладывать куда-то, тогда можно. Я начал тоже, я раньше вообще не выкладывал ни свои фотографии, ни что. Но вот сейчас с женой вместе мы начали YouTube там всякие снимать видео, и поскольку там уже столько много меня везде, я думаю, ну ладно, буду здесь тоже, да, выкладывать, потому что куда уже прятаться. И сделал свой YouTube тоже и так, чтобы помочь. Ну, да, я не знаю, нет у меня такого ответа, как хочется. Ну, я думаю, важно, конечно, если мне выбирать, например, мастера, я думаю, мне важно, что я знал, как он тоже, как человек крутой, да. Но, тем не менее, я бы сделал спокойно татуировку у кого-то, которого я даже не знаю, как он выглядит, просто которого у меня очень нравится его работа, и я бы сделал спокойно татуировку, да. А вот ты, кстати, чуть-чуть опередил мой вопрос, он у меня был в конце, о том, как ты выбираешь себе своих тату-мастеров. И раз уж у нас такая смежная тема пошла, я когда готовилась к интервью, у меня сразу несколько открытий было. Во-первых, ты свою первую татуировку сделал в 14, правильно? Да. Я тоже сделала в 14. Тебе, собственно, помогла мама, можно сказать. Мне моя мама тоже помогла. И что самое главное открытие было, что ты, что твоя жена, вы стрейтейджеры, да, наверное, как так правильно назвать. В общем, вы не употребляете ни алкоголь, ни наркотики, и в России это редкость, и как бы я тоже не употребляю, и для многих мастеров это типа, чё? Ну, как бы, в смысле, татуировщик, который там не пьет. Вот, и, кстати, ты бы мог пойти, например, к какому-то человеку, мастеру, кто прям ровно противоположный по этим вот твоим убеждениям. Плюс вы веганы еще, насколько я знаю. Да. Ну, вот это, я думаю, почти никто, как ты и сказала, очень мало страйт-эйджеров, да, которые вот не пьют, потому почти, я думаю, все мастера, которые мне делают татуировки, точно пьют и курят и все остальное. Потому я бы шел, да, если не пьют. Ну вот про веганство это уже чуть-чуть по-другому для меня. Это очень важная для меня, очень-очень милая, важная тема для меня веганство. И если бы, вот, например, какой-то мастер, который мне очень нравился, а он там ставил на свои, там, я не знаю, фотографии или что-то, ставил что-то против веганства или какие-то там большие шашлыки или что-то там такое подобное, я думаю, я уже к ним не пошел бы, потому что я просто не хочу с такими человеками как-то и знакомства, если честно, которые, ну, не то, что они просто там ест мясо, конечно, все ест мясо, там, ну, большинство, ну, то, что они еще как-то... Ну, пропагандируют, да, ты имеешь? Да, да, что они... Не то, что пропагандируют, то, что они против веганства так очень сильно, что они просто хотят там шашлык, вот вам веганы, смотри, что я кушаю, да. Вот такие уже мне уже не нравятся. Ну, это уже агрессия получается. Да. Ну, хорошо. Мы так чуть-чуть уже затронули с тобой татуировки как наклейки. У меня есть такой вопрос. Как ты считаешь, стоит... Со стороны клиента, сейчас сформулирую. Приходит к тебе человек, он говорит свою какую-то идею, и мастера делятся на две части. Кто-то беспрекословно выполняет эту идею, кто-то говорит, что твоя идея херня, будем делать мою идею, кто-то, даже на три получается, кто-то пытается балансировать. Вот как ты сам это все для себя принимаешь? Ты настаиваешь на том, чтобы что-то сделать, или наоборот, там, типа, если человек, например, настаивает, а ты понимаешь, что это будет какая-то фигня, ты там можешь ему отказать. Ну-ка. Тут тоже делится как-то, как я раньше татуировал, потому что у меня не было такого опыта, и так, если я в салоне работал, там, в принципе, кто заходит, сразу делаешь, и там без вопросов, да, потому что это твоя работа, и там даже этот studio owner, да, studio boss, он уже тоже тебя не будет такого, как ты так не делаешь татуировку, которая тебе не нравится, там сразу надо делать.
Там я тоже пытался как-то уговаривать получше, там может что-то поменять. Если они там вообще с картинкой приходят, я там пытался, давай я что-то попробую, порисую для вас. Ну, там, да, выбора мало было. Но сейчас уже я как-то побольше делаю свои советы, конечно, если я могу дать советы, как там подойдет. И я делаю сам свои все эскизы полностью, никто ко мне не приходит своими картинками уже, потому я как-то, когда я делаю все сам, уже ясно, как правильно это все делать и получше. Но все равно бывает так, что я, например, делаю эскизы, и они что-то говорят, нет, вот это мне не нравится, поменяем. И я знаю, что если мы поменяем, уже не так хорошо будет выглядеть. Ну, я все время как-то все-таки иду этому компромиссу с клиентом и делаю, как он хочет, потому что это его татуировка, если честно. И я как-то не чувствую, что я должен ему как-то уговаривать на это, да, я ему, конечно, советую, как бы было получше, как по-моему было, но если он точно хочет как-то по-своему там повернуть, даже если я думаю, что не очень будет, я все равно бы сделаю, потому что он просто хочет татуировку от меня, да, и для меня клиенты это самое главное, и я хочу, чтобы они получили самую крутую татуировку, да, если даже для меня это не очень будет самая крутая, но я уважаю их, и я знаю, что для них это будет самое крутое. Ну, конечно, тоже надо смотреть, если там совсем там проверни там полосу большую, закрась мне черный нос, да, ну, тогда уже это по-другому, я бы, наверное, отказался, да, такое. Но там смотреть надо, как идет. Но все-таки это получается и про доверие к мастеру в том числе. Ну, и к мастеру, и, соответственно, твое как бы уважение к клиенту. Смотри, я сейчас вот работаю в таком очень женственном стиле, да, ну, можно так это назвать, это всякие узоры, потому что мне нравится работать с девушками, я много работаю со шрамами, и это самый вообще подходящий вариант того, как это все перекрывать и так далее. Но моя душа мрачная, советская, между прочим, тоже, она сейчас очень сильно меня тянет в какую-то блыкуху. Ну, непонятное дело, что, ну, как бы я еще пытаюсь прощупать в каких-то эскизах, набросках и так далее. И я столкнулась с такой дилеммой, что если я сейчас начну выкладывать в свой обычный аккаунт вот эти свои мрачные работы, на которые люди, наверное, не ожидают от меня увидеть, это вызовет какой-то, ну, удивление как минимум. Возможно, кто-то подумает, что уже все, Баски с ума сошла, как бы что с ней делать. Есть у тебя какие-то вот такие, знаешь, как вот мне такое ощущение, что сейчас возник какой-то не то что потолок, а как бы я в этом стиле уже сделала все, что смогла, хочется пробовать что-то новое. Душа художника требует полета. Есть у тебя какие-то новые сейчас, может быть, проекты или идеи, которые ты еще боишься применять, или ты уже начал их применять, клиентам как-то предлагать их? Да, вот у меня просто миллионы всяких идей разных, и я даже не знаю никогда, когда начать. У меня большая как-то проблема в том, что мои идеи это сразу на много татуировок. Нету такого, что я такого одну хочу попробовать, вот так же, как и ты говоришь, там вот, что сразу как-то перевернуть этот стиль, да. И у меня есть такие идеи, которые сразу надо тогда делать где-то месяц, такие татуировки, чтобы вот это я, да. Я не хочу так одну сделать куда-то там и потом забыть о ней, и потом еще одну через месяц. Сразу, если делаешь, тогда делаешь сразу. И у меня вот этих как-то, я бы сказал, compositions of ideas, ну, такие вот как-то идеи о стиле уже даже, не просто моя идея, но самый стиль уже как идея. И я вот даже не знаю, как это начать, если честно, потому что тогда мне надо это все забросить, что я сейчас делаю, и начать полностью то делать. И как ты говоришь, сейчас ты раньше как-то не пробовала, потому я даже не знаю, что мне понравится это или не понравится. И я вот начну вот эту всю энергию туда ложить, и потом в конце как-то не то пойдет, и потом опять обратно, да, вот как-то вот так. И я просто уже забросил на это все, и как-то я думаю, потихоньку придет муза, там придет правильные времена, и вот буду уже как-то тогда пытаться побольше, может, делать. У меня вот с этими идеями тоже, я чувствую вроде очень много идей, но я тоже чувствую то, что клиентам не надо эти очень мои там какие-то искусственные очень идеи. И для меня, как я и говорил, клиент очень важный, и потому я пытаюсь как-то для клиента сделать для них, чтобы все было им круто. И там мои идеи, я могу там нарисовать картинки, если надо. Я могу вообще там что-то взять и закрасить, там, что кто-то даже не знает. Ну,
потихоньку дома, да, и это тоже будет моя идея куда-то. Мне не обязательно вот кому-то ее колоть на коже, да, вот мои какие-то идеи. Вот, Потому кстати, я так не очень стремлюсь. интересно, то есть не стоит сразу свое вот это эго реализовывать на коже, когда можно потренироваться, ну, условно. Ну да, я как-то не чувствую это тоже. Для меня есть просто тысячи идей, я очень думаю о них, ну да. Но время, я понимаю, у вас же 2 маленьких детей еще, Да, для тех, кто да. не знает. И, ну расскажи давай про семью, как вы вообще поживаете, как вы уживаетесь сейчас, не знаю, в маленькой, не в маленькой квартирке. У нас тоже есть некие проблемы в России, то, что люди только когда начали вот в карантине жить как бы вместе много времени, они очень много узнали нового про партнера. Как у вас дела? Ну да. Ну, у нас очень круто все, потому что мы любим друг друга, и мы любим проводить время вместе все время, и мы пытаемся все время побольше времени вместе проводить, и потому вот сейчас это все очень хорошо для нас, потому что мы друг друга как-то нравимся, и есть у нас какой-то, я не знаю, ну, есть огонь с нами, потому тут очень круто вместе, конечно, и с детьми тоже проблем вообще нет, тут вместе все, времени мало, и да, ну, живем, и нам очень круто. Ну, конечно, я сейчас слышу тоже, что очень много такие, которые уже еле-еле так жили вместе, а сейчас, если еще там неделю вместе надо провести, тогда они уже с ума сходят и там ненавидят все и так. Ну, это просто означает, что очень этот bad relationship, да, ну, как-то... Ну, изначально уже что-то пошло не так. Уже, да, они уже не должны были вообще вместе быть, если это все так пошло, и вот... Это как-то знак, по-моему, Проверочка, надо... проверочка. Да, ну хорошо, они где-то проверка. рядышком могут нам помахать? Или сейчас не до нас? Они подойдут, я думаю, где-то через, может, 5 минут. Ну хорошо, 10. подойдут. Да. Расскажи тогда, как вообще помогаете? Вот у вас дочка уже взрослая. Сколько маленькая, я знаю, годик, по-моему, правильно? Или да, уже больше? год. Ага. А взрослая? Год и 1 месяц. Постарше? Постарше 10 лет. 10. Ну как, уже есть предрасположенность к рисованию, к танцам, там, к чему? Ты ее заставляешь рисовать 20 эскизов в день? Я не заставляю, но она очень сама рисует, очень-очень много. Ей очень нравится аниме всякие, вот она рисует там. Рисует больше, чем я, если честно. Я думаю, я ей уже говорю, что она много очень сама научилась, и она учится по этим YouTube, все полностью. Почти я ее не учу вообще. В одно, что времени нет, а второе, то, что она что-то там уже другой какой-то космос делает сама, что я даже не понимаю уже. Она там делает эти animations всякие, ну, мультипликашные animations. И она все выучается сама по YouTube, там очень крутые делает сама, и всякие anime drawings, которые я тоже не умею рисовать сам, потому я ее учить очень много не могу, и она сама учится и рисует день и ночь. И сейчас вот даже в школу не надо идти, да, тут можно спать сколько угодно, но она вот встает каждое утро в 7 утра, чтобы только рисовать. У нее будильник есть, да, и она встает и рисует, и очень рада, и да. Все круто. Это супер. Ну, а тогда хорошо. А ты-то сам как учишься рисовать? Я так понимаю, что ты рисовал с детства, но в какой-то момент ты начал какие-то там тоже уроки смотреть, может быть, преподаватели. Как ты сейчас, кстати, рисуешь? Это диджитал или это карандашиками по старинке? Ну, я сам все выучил тоже сам по себе. Никогда не брал никакие уроки, ничто. Там просто какие-то книги смотрел и читал, и... Просто пракса, очень большая пракса. Просто если ты что-то нарисовал там 100 раз одно и то же, да, уже в 101 раз уже сам по себе можешь нарисовать это. Ну и вот и так как-то сам вот выучил. И до сих пор я еще читаю что-то там, книги какие-то, но мне очень трудно как-то... Потому что так очень занят этот весь график, мне очень трудно так взять и начинать учиться что-то, потому что мне просто времени для этого нету. Я знаю, что надо найти, и я почти каждый день думаю, что надо больше и больше учиться, конечно, но не учусь очень особо. Просто времени нету. Ну хорошо, вот мы уже с тобой не раз говорили, что очень мало времени. У тебя же есть еще, получается, какие-то параллельные проекты. Чем ты еще занимаешься, помимо татуировки? Ну, и семья. Семья самый главный проект. Семья, да. Да. Ну, я видела, я так понимаю, ты помогаешь одежду, правильно? Дизайн для одежды делать, Монами. Да, это моя жена, у нее да. У моей жены есть это, ну,
дизайн-компания тоже по одежде, и я там очень много дизайна тоже делаю, и всякие эскизы для всякого, и думаем вместе там проекты, там много очень работы. И тогда мы еще придумали и открыли ресторан, Да. бургер-ресторан, да. И это, конечно, вообще все полностью время сожрало, и все наши... Все сожрало, и все деньги, весь время, и все полностью туда. И сейчас он закрыт, к сожалению, конечно. Ну, Но вы посмотрим, будете может, откроем. восстанавливать, да, вот после всего этого? Ну, мы попробуем, конечно, да. Это Люди-то будут хотеть обязательно. есть обязательно после карантина. Да, наверное. Ну хорошо. Смотри, у меня тут вопросик, мы обратно переходим так к татуировкам. Сейчас, ну, как мне кажется, black lettering стал очень популярным. Ты заметил эту тенденцию? Как-то его не было, а сейчас все раз и начали делать. Ну, да, я заметил, но это не то, что сейчас, но уже где-то 3 года, я бы сказал, 3-4 года. Ну, мы не уже забываем, так это в России до нас потихоньку. только дошло. Хорошо, Да. что не через 20 лет. Как ты вообще относишься к этим трендам на татуировке? Потому что мне, конечно, сложно сказать, что прям black lettering это тренд. Скорее, тренд это, знаешь, вот эти а-ля типа надпопники, там, ну, вот эти все, которые тоже у нас были там на ляжках круглые штуки. Вообще, как ты в целом относишься к этим модным татуировкам? Сейчас вот другая сторона моды, это всякие, знаешь, вот эти корейские мастера, которые совсем такие прозрачные, маленькие, реалистичные штучки делают. Как вот, что твое отношение? Ой, уже там столько много этих стилей, столько много, каждую, по-моему, неделю меняется что-то, что крутое сейчас, и у кого побольше лайков каких-то, и потому я уже запутался, я даже уже не смотрю, и как я думаю, я не знаю, я думаю, если есть люди, которые делают эти татуировки, тогда круто, если им нравится, круто, я так особо не думаю о таких вещах, если честно. То есть ты пацифист, ты не будешь бегать с факелом и сжигать всех мастеров, которые тебе не нравятся. Да, мне все нравится, каждый мастер по-своему, конечно, если он там чисто это все делает, ну, То почему тогда нет? круто все. Ну хорошо, а расскажи тогда, какие еще, вот мы уже услышали от тебя традик там old school, есть какие-то стили, может быть, новые, которые тебе сейчас начали нравиться? Можно ли их новыми назвать? Но вот то, что ты можешь как-то выделить. You want come and say hi? Они пришли сейчас, Ура. и потом продолжим Да-да-да. про стили. Hey, Габи. Hey. Ой, хай, привет, самое красивое семейство. Ну, я уже у вашего прекрасного отца семейства спросила, как у вас дела. Давай версию жены, как вы уживаетесь? Хорошо, не знаю, много работы. Ага, я заметила, что очень многие мастера, вместо того, чтобы жаловаться, что на карантине они скучают, они все почему-то занимаются работой и, в общем, очень счастливо живут. Есть у Да, вас да, такое? да. Мы вас не будем долго мучить. Я знаю только один тайный секрет. У вас есть тайный язык, правильно, от Габи? Расскажите, Да, почему она вы его не используете? понимает. Она не понимает по-русски. Да. Вот иногда используем, когда мы что-то хотим спрятать с нее, не знаю, какие-то подарки или что-то такое. Да. Она не понимает, но... Я думаю, что у каждого родителя, наверное, должен быть свой этот тайный язык. Да, Чтобы- да, думаю, что это очень как-то очень хорошо, что у нас есть. Чтобы лучше коммуницировать. Ну расскажи, как, прям быстренько, один вопрос, как художественная часть Анрис помогает или мешает семейной жизни? Помогает, конечно, помогает. И То есть- Габи очень художник. Да, мы же Большой. говорили. Да, и вот, не знаю, конечно, помогает. Не знаю, как это не могло это бы помочь. Мгм. Художество это как любовь тоже, Да. да, надо любить это все. И... Это супер. Ну хорошо, спасибо вам большое. Прям не буду отвлекать. Все, до новых встреч. Маленький детёныш. Окей, а то она Будем начнет говорить. Мгм. Да. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай, Габи. Пока. Скажи пока. Габи красотка такая вообще. Милейшие вы. Ну все, вы меня расставили, я теперь забыла вопрос даже. Да, я уже забыл тоже, что спрашивать. Ну про стили там спрашивают, Да, какой вот у меня какие стили, нравится. да. Так, вот у меня, если честно, нет, по-моему, нет. Так как мне раньше и нравился этот
neo-traditional и такой traditional. Так мне до сих пор очень нравится neo-traditional и traditional тоже. Если бы назад мог бы, может, время, да, перевести, не было бы у меня цветных татуировок, может, я тоже делал бы больше. Я думаю, цвета тоже делал бы, но поменьше, может. А у меня очень все цветное такое. Я бы, может, только несколько таких цвета ставил, как в советских мультиках такие, да, чуть-чуть оттенки. Я бы так, наверное, сделал. Но тоже, думаю, я бы neo-traditional такой делал бы и traditional. Слушай, ну а какие-то, может быть, ты выделишь каких-то татуировщиков, которые тебе нравятся? Может быть, не знаю, друзья или просто там какие-то там мэтры или наоборот начинающие мастера? Кому ты симпатизируешь? Очень-очень много татуировщиков, и, к сожалению, я их имена не знаю, потому что я подписан на их инстаграмы там и там такие имена, и некоторые, которые я даже не знаю, как произнести, да, то же самое, что с моим именем тоже некоторые не знают. Ну, так если надо думать, Экл есть такой. Конечно, это, да. Это классика, мне кажется. Он для меня, да, все время очень крутой, все время нравится его работы. Тогда есть Анджей Липа, Липа или Липа, он с Поланд, он очень крутой, мне очень нравился. Мне очень нравилась его раньше работа, когда он такой больше neo-traditional делал, такой очень темный, такой злой он делал, мне очень-очень, самый мой любимый мастер он был. А сейчас он как-то уже побольше такой тоже blackboard делает, и такие, ну, очень крутые вещи, конечно, ну, мне побольше нравилось, когда он цвета добавлял. Чтобы еще я сейчас вот думаю... Я просто думаю... Вот этот чувак, который мне делал горло, этот Янис Бурместерс, он с Латвии, он очень любимый для меня мастер. Мы обязательно добавим прям с картиночками. Да. И вот возник вопрос, почему я заметила, что многие мастера сначала делают цветные татуировки, постепенно уходят в черно-белые. Есть такая тенденция? Ты тоже это замечаешь? И если замечаешь, то как ты думаешь, почему? Я, если честно, не замечал это очень. Ну, если сейчас только я сам и этот Анджей Липа, который я сказал, кроме того, я так много не замечал такого, и я бы не знаю, почему такая тенденция. Я знаю, что многие, которые делают black and gray, они идут в color тоже, потому что им как-то надоедает этот black and gray. Кстати, тоже верно. Я такое, по-моему, больше видел, чем Тогда получается, просто, мне кажется, каждый мастер чувствует этот момент, когда надо что-то менять и начинает что-то добавлять. Собственно, про что мы с тобой раньше говорили. По поводу вдохновения. Сложный вопрос. Все всегда спрашивают, откуда брать вдохновение. Я поняла, что часть этого вдохновения, опять же, из детства. Но в целом, куда смотреть? Может быть, не знаю, какие-то там мудборды собирать, или, я не знаю, ходить в музей, читать книжки, или просто смотреть татуировщики, воровать эскизы и не париться. Я думаю, самое главное не смотреть на татуировки, по-моему. Это самое главное. Вообще не смотреть, что люди татуируют. Это вообще не надо смотреть. Но обязательно надо смотреть арт, да, какой-то, любое искусство, вообще полностью любое. Музыка, фильмы, фотографии, я не знаю, комикс, книги, любые книги, вообще любой музей, что-то вообще, я думаю, полностью все равно что, но кроме татуировок, потому что даже я вот замечаю, чем больше я смотрю на других татуировок, чем труднее мне что-то свое сделать уже. Ну, даже если я делаю что-то свое, это все время, где-то все равно я что-то это видел как-то. И, по-моему, самому уже так придумать уже невозможно. Кто-то уже сделал что-то, и где-то ты уже видел. Даже если в каком-то фильме там какая-то одна картинка была, и ты уже забыл 10 лет назад, все равно вот это повлияло как-то. Вот, потому я думаю, не надо смотреть на другие татуировки, и обязательно надо смотреть на искусство, на полностью. Создавайте, да, такую библиотеку памяти свою. Ну хорошо, а как у тебя происходит вот процесс рисования? Ты садишься, что ты делаешь? Там кто-то, не знаю, молится, кто-то ест, кто-то пьет, кстати, вопрос. Как ты к этому подходишь? Я пью чай, обязательно, да. Китайский? Чай это все время. Да, олонги, всякие пуэр, такой. Идеальные просто. Да. Вообще без них жить не могу, я не знаю. Но это
Смотря что, я обычно уже, у меня идеи до того, как я сажусь и рисую, да, у меня уже идеи, просто я вот могу идти домой с студии, идти домой, и просто сразу какие-то идеи у меня в голове, или утром там просыпаюсь, сразу идеи, или ночью пытаюсь заснуть, и какие-то идеи в голове, что надо нарисовать. Потом, когда я сажусь уже рисовать, уже идея есть у меня, я так просто не сажусь на белый лист бумаги, да. Да, А вот что делать, если есть заказ на эскиз, а идей нет, и ты сидишь с белым листом бумаги? Есть какой-то совет для мастеров? Тогда, наверное, в Google я обычно в Google просто пишу какие-то, я бы не знаю. Кстати, книги, вот. Книга это самая крутая идея, да, вот. Берешь любую книгу, полностью любую, с картинками, какую-то энциклопедию даже можно взять, но с картинками просто, ну не то, что там, где буквы, да. С картинками берешь, пролистываешь, и там смотришь какой-то, я не знаю, жук какой-то крутой с какими-то антеннами, вот уже сразу вот это, ты уже думаешь, можно что-то с жуком сделать, потом 3-4 листа пролистал, смотришь там какой-то сателлит какой-то, или я не знаю, телевизор какой-то старовременный, ты уже смотришь, давай этот жук с телевизором, что-то такое, ну потом там добавляешь что-то. Раз и накидал просто сейчас эскиз для многих людей, кто будет нас смотреть. Да. Идею. Ну, очень легко, вот берешь просто, садишься и любую книгу листаешь. Я думаю, я в своем ютубе тоже рассказывал, что тут у нас есть эти second-hand shops, тут есть в Англии, и там книги очень большие, крутые книги, можно вообще там за 50 копеек купить, я не знаю, 50 копеек вообще, это для вас там очень дешево. Да. У вас там 1000 все идет, очень дешевые такие, считай, хорошую такую книгу можно купить столько же, как и там молоко стоит, да, примерно. Ну, кстати, правда, у нас всякие есть советские энциклопедии, вот как раз-таки, они на всяких развалах букинистических продаются реально за копейки. Только надо да, вот не идите, лениться. покупайте, там даже много этих не надо, книг даже много не надо, 2-3 книги купил, там идей будет 1000 уже, там просто вместе. И вот сидишь и просто листаешь, и как-то думаешь, слушай какую-то музыку, которая тебя релаксирует, и вот уже идеи сами просто вылетают с этой книги для меня просто. Слушай, это был еще один вопрос такой из серии заключительный, но мне кажется, даже сейчас получился, что дал мне на него ответ. Вопрос так звучит: как ты наполняешь? Вот бывают же периоды у каждого человека, когда ты вот такой типа приуныл, это называется. Как восстановить эту энергию? Потому что кто-то, опять же, с помощью веществ ее восстанавливает. Я считаю, что это все производит обратный эффект, что потом ты так откатываешься, что вообще хрен вылезешь. Где ты берешь эту энергию и как ты восстанавливаешься? Мне очень трудно вообще восстановиться. Я думаю, я уже не восстанавливался лет, наверное, 5, по-моему, все время что-то думаю, нет, надо отдохнуть, надо что-то как-то перезагрузиться. Просто иду спать, утром просыпаешься и уже другое. Ну, а там, знаешь, спорт, там, отжимания, не знаю, посмотреть на японский садик, вот такое не практикуешь? Нет. Я слушаю музыку очень, это меня, расслабляет и как-то дает энергию, наверное. В твоих работах просто гигантское количество исполнителей, так что, мне кажется, вот оно и показывает. Ну хорошо, давай прямо закругляться. Последний вопрос для, наверное, какое-то напутствие для вообще татуированного населения. Давай так, не будем делить мастеров и клиентов. Вот что бы ты хотел, чтобы куда татуировка вообще шла? В светлое будущее. Да, я бы не знаю. Я думаю, просто надо побольше респект вообще к любым людьми с татуировками, без татуировок. Просто надо респект очень друг друга. Респект, я даже не знаю, это уважать. Правильное слово. Да. Надо просто уважать друг друга очень хорошо. И просто надо ценить, что ты делаешь, и говорить спасибо за каждый день, что у нас есть. Может, и последний этот день будет когда-то, да. И просто, любить себя, надо любить всех вокруг, и просто хорошую энергию надо держать, и все будет круто, там уже все равно, какие мастера, работы или что, просто надо с позитивом все это.
И тогда это может на весь мир, мне кажется, как-то перейти. Спасибо тебе огромное, что вообще Спасибо тебе связался. Я прям Да. очень рада, на самом деле, записать. Для меня это прям, ну, такой большой шаг. И я думаю, для людей, кто будет смотреть, увидеть немножко татуировку с другой вообще части света и отношение мастера ко всему этому, это будет очень ценно. Спасибо тебе еще Да, раз. надеюсь, будет круто. Да.